Сегодня на нашем игровом столе, казалось бы, банальная вещь. Тайлы, формирующие пазл, из которых игроки должны выложить картину. Но, как вы уже понимаете, все не так элементарно, иначе это бы не называлось настольной игрой. Что же в ней необычного? Давайте разбираться. На самом деле, все именно так, как я и сказал. Настольная игра Behind – это пазл-головоломка, которую вы можете решать в одиночестве или за одним столом с друзьями или родными. В этой коробке представлено 3 отдельные головоломки. Все они хранятся в своих отсеках. Чтобы начать играть, вы открываете один из отсеков, достаете оттуда все тайлы и вот такие карточки-подсказки. Переворачиваете тайлы на лицевую сторону. Устраивайтесь так, чтобы вас ничего не отвлекало, и вы готовы играть в настольную игру Behind. Цель игры на самом деле сложить из тайлов пазл единственно правильным способом, потому что когда вы закончите, вы тайл за тайлом перевернете весь ваш труд на обратную сторону, чтобы увидеть на оборотной стороне художественное полотно, складывающееся в единую картину. В этом и заключается смысл названия игры, которое можно перевести как «позади на обратной стороне». Но поверьте мне, чтобы пазл сложился правильно, вам нужно не просто уметь тайлики друг с другом складывать, но и приложить нешуточные умственные усилия. Как вообще происходит процесс игры? Я ни в коем случае не буду спойлерить, но вот на примере первой головоломки, которая называется «Кража», вы видите вот такие тайлы. Например, вот здесь половина головы, еще половина головы. Вот есть нижняя часть головы, есть еще. Если поискать, еще можно найти одну пару. Вот так. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что перед нами типичная детективная доска в кабинете следователя, на которой он отмечает фотографии подозреваемых, соединяет булавками различные материалы дела, подозреваемых, какие-то улики и все остальное. Нитками вот такими ведет записи. Ну и вот если мы смотрим на эти фотографии, то да, они хорошо складываются. Но правильно мы сложили или нет, я не знаю, потому что вот эта часть нижняя легко подойдет сюда, а это сюда. И у какого из подозреваемых борода вот такая, а у какого вот такая, я пока не знаю. Меня на это должно натолкнуть какая-то другая информация, которая спрятана в других тайлах. Вот и получается, что для того, чтобы правильно сложить пазл, а я еще раз говорю, что вам нужно сложить пазл единственно правильным способом, потому что когда вы перевернете, у вас тайлы будут лежать неправильно, у вас картинка не получится. Вам нужно не просто соединять тайлы между собой, чтобы картинки совпали, а по сути расследовать дело, найти грабителя. Ну и не только, я не буду тут рассказывать подробности. Если в какой-то момент вы встали в тупик, нет идей, нужна подсказка, они есть. Это вот эти карты. Они пронумерованы от единицы до шестерки, и в любой момент вы просто открываете карту номер 1 и читаете на оборотной стороне. Вам там кратко, прямым текстом скажут, куда смотреть, что искать, какой логики придерживаться. Этих карт несколько, вы вправе хоть все сразу прочитать или смотреть их по мере появления новых затыков. Игра не будет считаться хуже или лучше сыгранной, если вы воспользуетесь подсказками, просто чисто для вас будет интереснее использовать их как можно меньше. В коробке, как я уже сказал, 3 пазла. И огромный плюс игры в том, что все 3 пазла стилистически и в какой-то степени по процессу игры разные и оттого по-разному ощущаются. И у вас нет чувства, что вы играете в одно и то же, только с разными картинками. Если первый пазл – это детективная история, то второй – это смешной комикс про незадачливого профессора, который решил сконструировать машину времени и угодил в очень неприятную историю. А третий пазл максимально абстрактный, но красивый и очень сложный. В нем вы будете расшифровывать египетские письмена, ну и разгадывать загадку древности. Я сыграл 2 из 3 частей этой игры, как раз вот первую и третью.
Вторую про-профессор решил оставить до выхода игры в локализации, потому что там много реплик персонажей, ну как в комиксах. И учитывая, что игра на момент съемки этого обзора только на французском языке, сами понимаете, сложить это все в единую картину для человека, не владеющего языком, даже с применением современных средств перевода, довольно проблематично. Если говорить о минусах, то я должен отметить, что в третьем пазле столкнулся с ситуацией, когда тайл одновременно подходил сразу в несколько мест, то есть не было более-менее очевидной логики. Почему я должен поставить его сюда, а другой наоборот? Может быть, я что-то где-то не уловил. А в этом пазле положение тайлов является ключом для решения всей задачи. В итоге я застрял капитально и только случайно заметил, что один из тайлов выбивается по оттенку цвета. В общем, вот вам маленький лайфхак от меня. Когда вы сомневаетесь, правильно ли вы положили тайлы, посмотрите на получившуюся картину с разных углов. Возможно, оттенки тайлов покажут вам, где вы ошиблись. В общем, вы уже поняли, что игра мне понравилась. Важный нюанс, конечно, заключается в том, что игра по сути одноразовая. Даже если у вас, как у меня, так себе память, и вы каждый раз одну и ту же головоломку решаете как новую, все равно вы примерно помните, что к чему. А впервые игра, конечно, дарит непередаваемый вау-эффект от того, как у вас на глазах куча разрозненных и, казалось бы, нескладываемых кусочков картона рассказывают интересную историю, которую вы сами и формируете. В конце партии, когда вы все решили, вы с замиранием сердца переворачиваете тайлы, и они образуют большую, единую, новую картину, связанную с сюжетом пазла. Удовольствие непередаваемое. Поэтому Behind — это вещь. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.